Добрый день, ребят. Хотел сегодня рассказать вам про независимость и про демократию. Просто она здесь прям накалена так, что не могу не записать этот ролик. Вот Туркменистан. Во-первых, что такое независимость первая, да? Мы сами вступили в Советский Союз, мы сами, они сами это говорят, мы сами вступили, а теперь у нас независимость. Ну, называют ли это независимостью, потому что если не завишу, то я не завишу от кого-то, а как бы я сам вступил, я бы назвал как-то это, не знаю, одиночество или еще что-то как-то. Ну ладно, я же вступал независимо, да, как бы. Ну ладно, это не так важно. У них есть памятник, в котором они прям говорят, что мы единственная страна в мире, которая ни от кого не зависима, которую все признали. Ну, при этом так, просто нюансики, да, в стране евро не поменяешь. Но почему-то в стране есть газ и нефть, и почему-то в стране доллар, почему-то даже можно, в принципе, в госорганизациях расплачиваться долларом, ну и в отелях доллары. Местные деньги даже не предлагают не менять, и, естественно, а другой любой валюты ее просто здесь невозможно получить. Ну и, мы независимые, это самое главное. И вообще у нас демократия, мы любим свое правительство. Кстати, вот я хочу сказать, можно даже восхищаться, как люди любят свое правительство. Конечно, в стране, как видите, красиво, чисто, по крайней мере, в столице все опрятно. Прям каждое здание, как конфетка такая уникальная. Не хочу сказать, что это все очень логично, но, по крайней мере, очень восхищает, и это красиво. Видите, здания вон все беленькие из мрамора. Город вообще из мрамора построен, слишком летом жарко. Но давайте мы про демократию. Президент последний там был что-то лет 15. Погуглите его в интернете, как он там скача на коне из лука попадает 5 раз в яблочко. Прям я очень рекомендую. Найдите YouTube канал. Прям бомба. Но это ладно, это ерунда. У нас же демократия, он же должен переизбираться. Не как Путин. Да, он переизбрался. Как вы думаете, кто победил на выборах? Сын. Какое совпадение. Сын на выборах победил. То есть после 15 лет у власти сын. Блин, как вообще такое совпадение может быть? Я спрашиваю местных, они прям бьют себе кулаками в грудь, что это они сами выбирали. Что это самый лучший президент. Самое главное, что они им всем гордятся. И, в принципе, этим можно частично восхищаться, потому что они живут в таком, я бы сказал, точно не, скажем так, они точно не видят вещи такими, какие они есть, потому что у них, как минимум, заблокирован Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Telegram там и все, что возможно. Это же демократия, свобода слова, да, поэтому это все заблокировано. Вот, так как это все заблокировано, естественно, что никакой пропаганды, и у нас чистая демократия. У нас был один президент, которого мы сами выбирали, которого мы лучше всех любим, потом его сын. Но при этом всем хочу отметить, что можно было, конечно, там назвать... средняя зарплата в стране $150-200. Много ли это? Сами подумайте. И даже местные средние даже не знают, какой курс доллара. Кстати, на самом деле в интернете, как и в Ливане, на самом деле, курс 1 к 3, там 3,5, да, манат местный. А если пойдете на черный рынок, 1 к 20. Это вообще ни о чем не говорит. Вот. Как-то такая вот у нас простая демократия. Кроме доллара других валют нет. Президента они думают, что выбирают. Все социалки заблокированы, интернета нет, вы даже любого сайта не откроете. Вот у них, знаете, в странах есть запрещенный сайт, а тут есть разрешенные сайты. Вот в разрешенных сайтах ни одной моей компании нет. В принципе, тут, кроме Гугла, я пока еще вообще ни одного сайта не смог найти. Может быть, я смогу. Все-таки VPN сила. Вот, и надеюсь, я смогу настроить свой VPN. Вот так вот. Еще хочу отметить, что в стране чисто, красиво, глупо, бестолково. Куча зданий построена, причем очень красиво построена. Знаете, когда у власти, грубо говоря, олигарх и, не олигарх, скажем так, президент, которого нельзя избрать, которому с не с кем конкурировать, и в стране есть нефть, то, конечно, у каждого маленького ребенка есть, знаете, в душе что-то хочу такое, хочу сякое. В принципе, они все это красиво и строят. Почему нет? Но при этом, говорю, можно куда-то идешь, они машины не закрывают часто. Пошли менять деньги, оставили машину, неважно, что в машине паспорт, пофиг, 200 метров до машины, машина заведенная, стоит открытая. Не-не, у нас все нормально, не переживайте, все, зуб даю. Мне все-таки, знаете, одного идиота хватает, чтобы тебе наделать кучу проблем, но они прям
свято верят в то, что это классно. И, естественно, вопрос, вот если бы тут было бы куча туристов, ну, там, сильно больше, да, там все было бы сильно дороже, было бы все богаче, были бы счастливые местные люди. Кто его знает, может, были бы счастливее, может быть, нет. Но сейчас все очень бедное, причем все выглядит очень красиво. Ну, все безумно любят своего президента, фанатично, причем фанатично, то есть даже капельку сомнения нельзя посеять в их голове, и зачем мне это делать. Но прям, ну, естественно, полностью абстрагировано от внешних всяких, скажем так, пропагандистских материалов. Вот. Вот так вот. Все тогда. Спасибо, ребят, еще раз. Это не стимулирующее, не политическое, не, там, не знаю, не провокационное видео. Просто каждый делает свои выводы, а я с вами делюсь тем, чем не могу не делиться. Вот вам удачи и прям берите пример. Вот. Ну и видите, сколько тут всяких хренделей стоит, всяких там поэтов. Все они что-то тут важное делают. О чем-то они тут первый султан, а я изобрел речь урду, а я там еще что-то. В общем, каждый важнялся из всех остальных. Вот. Все, вам удачки, надеюсь, было интересно.